Ну что, друзья, всем привет! Очередное видео на канале. Сегодня будем рыбачить на реке Западная Двина, поскольку предыдущая рыбалка не была успешной на озерах, и дороги после зимы, конечно, оставляют желать лучшего. Много ям, и после неактивного клёва, не хочется опять далеко ехать. Решил еще отдохнуть, немножко выспаться с утра и прийти вот именно на обед и остаться до вечера порыбачить. Хочу испытать сегодня новую снасть. Увидел вот как можно ловить плотву там и другую рыбу. Принцип донки, только там немножко переделано, называется вертолет. Все покажу. И хочу еще немножко обкатать новую удочку, поскольку на озере видели, неплохо отрабатывает. Вот хочу попробовать на течение. Солнышко вообще сегодня светит, погода по-настоящему уже весенняя, хотя еще февраль месяц. Наверное, в этом году весна придет рано. Вот. Также хочу попробовать, у меня там 10 живцов осталось уже бушных, таких, которые стояли на жерлицах, еще целые. И вот хочу попробовать на донку поблеснить и посмотреть, может быть, на живца что отзовется хищник. Поскольку в этом году Двина не радует, вот что-то, решил попробовать, может, к весне рыбка начнет отзываться. Пока не разлаживался, сейчас хочу пробуриться соточкой как раз под наши балансиры, посмотреть состояние льда, а потом выставить наши жерлицы и донку. В противоположном берегу сидят рыбаки, как обычно, можно там донки было поставить, там получается течение тоже небольшое, тоже тянуло, там местные ставят рыбаки, и суваться не хочу, поскольку, зачем в толпе рыбачить, некомфортно, и решил вот здесь места вот достаточно. Единственное, ветер сегодня западный, будет, может быть, звук немножко хуже, будем стараться писать, чтобы было без звука. Так что, друзья, не теряем время, начинаем рыбалку. Желаю всем приятного просмотра. Поехали. Да, друзья, ветер, конечно, очень сильный. И хорошо, что не поехал на озеро, там бы еще сильнее был. Сейчас вот собрал соточку. Конечно, соточкой вообще бур, огонь поисковый, но нужно что-то усовершенствоваться, электрическое покупать. Так что сейчас идем пробовать сверлиться. Как бы лед, не скажу, что я думаю, тут будет сильно страшно. Какие-то вот метки есть, рыбаки, может, ставили, но была оттепель большая. И на следующей неделе будет оттепель. И, кто его знает, может, какие-то промоины есть. Сейчас будем смотреть вообще и узнаем, что тут. Первый слой каша. Десятка точно есть стабильная. В общем, друзья, прошел соточкой выше по течению. Еще, если морозики будут лед держаться. Если такая оттепель пойдет, уже страшно будет выбираться. Десятка есть лед, соткой у меня ножи уже подсевшие. Сверлится довольно-таки легко. Замерим потом палочкой. Руку не хочу опускать в воду. Посмотрим, сколько там глубина. Сейчас еще, получается, ниже по течению пройду. Вот, будет такая поисковая рыбалка сегодня. Посмотрю, как там лед, чтобы, уже быть уверенным. Лучше потратить 10 минут, проверить, как лед, чем потом купаться. Так что смотрим дальше. В общем, друзья, установился. Вот первый наш, получается, флажок стоит. Немножко так вот присыпал вот этой шугой от шнека, что да, выбуриваем, чтоб ветер. Будем ждать, посмотрим, что будет. И еще пойдем немножко там парочку штук поставим и будем, как и говорил, далее пробовать наш вертолет, снасть пробовать. Вот. Процесс установки дальше показывать не буду, что там все понятно. Смотрите предыдущие видео, если кому какие там вопросы. А мы, наверное, уже тогда с вами переместимся на установку нашего вертолета. Поехали. Сейчас будем приступать к ловле на донку, и, как говорят, вертолет. Вот такая, друзья, получилась у нас снасть. Удочка вот такая с мотовильцем обычная.
грузик, кивок вот такой пружинный. Ну, самое основное в этой снасти — это вот эта крышка для закаток, вот так вырезается. Ну, если будет интересно, покажу, как вяжется, как делается. Здесь, получается, 3 крючка используются. Вот. Ну, там есть кое-какие нюансы. Если будет интересно, ну, сниму видео. Если нет, ну, на следующую зиму останется. Все карты не будем разлаживать, получается. Может быть, будет клевать, еще придем на длину. Ну, если напишите в комментах, заинтересует, сделаем отдельное видео. Нужно просверлить лунку. Я просверлился, сейчас соткой искал, но вот хочу показать, там нюанс есть. Нужно сверлиться не прямо, а под углом, получается, чтобы, ну, я так понял, под углом, чтобы проще было запускать нашу снасть. Вот, так что давайте сейчас, наверное, просверлимся. Возьму 150-ку, мало ли какая-нибудь хорошая рыба сядет. Ну, если она вообще здесь есть, потому что вся рыба, я смотрю, ловят все именно где течения нет, то рыба уходит. Ну, может, какая-то и есть здесь. Кто его знает, надо пробовать, искать. В общем, берем наш бур. Вот, сначала начинаем засверливать. Бур зацепился и наклоняем. Ух ты, тяжело, соткой, 150-кой, то есть. Опа. Опа. Все. Сейчас возьмем шумовочку нашу. Покажем. Вот эту кашицу убирать не будем, друзья. Вот, лунка получилась, получается, под углом. Вот. Можете видеть, вот, наверное, будет видно. И сейчас будем устанавливать. Это будет как преграда наша. Получается, держать, сейчас камеру закреплю. Держать будет нашу удочку, получается. Чтоб не улетела, если будет поклевка. Вот. Вот, накопал навозного червячка. Какой жирненький, классный. Произвольно будем вот так насаживать. Вот так. Там вот, не знаю, у меня еще есть, по-моему, пенопласт в протеиновом тесте с собой, но пока на червяка посмотрим. Я вот на фидер, когда ловлю, червь и пенопласт в протеиновом тесте неплохо тоже работает весной. Ну и все, друзья, отправляем нашу снасть. И да, главное, друзья, эта снасть должна быть на течении. Получается, принцип вот этой крышки. Сейчас я покажу, камеру сниму аккуратненько. Получается, крышка наша парусит, не дает нашим поводкам стоять на месте и привлекает рыбу. Вот видите, течение? Вон она как играет, как парашют. И поводки наши натянуты будут. Если не удастся, друзья, нам словить со льда рыбу, будем пробовать весной с лодки, летом, как вот, ну, в проводку я ловил. Сяду просто с лодки, заикарюсь, найду такой участок без травы, да. И, получается, попробую. В принципе, я думаю, какая разница, где ловить. Даже летом, может, отзываться будет поинтереснее. Далее, друзья, у нас идет вот такой, тоже вот сделан отводик с поводочком. Тоже одеем нашего червячка. Отправляем. Натяжение, конечно, не передать на камеру словами, но слышно, что тянет. И вот третий крючок. Расстояние между крючками там около метра. Вот. Надо поплевать. Это обязательно. И все, отправляем. Груз у меня где-то 20 грамм, 25, наверное, 20 или 25. Но если мало будет, надо переделать. Вот. И здесь, получается, от последнего крючка нашего, ну, где-то
сантиметров 50 делаем. Груз подбирается под течение, получается, чтобы наш груз лежал на дне. Даже возле берега течение сильное, если туда выйти, вообще будет тянуть конкретно. Но надо, чтобы лежал. Но вот здесь нормально, там может и не будет лежать этот груз наш. В общем, груз подбирается под течение. И вот кивок. Кивок, конечно, надо было пожестче, но нигде нет уже, конец сезона. Надо жесткий брать. Жесткий для чего? Чтобы... Ну вот, получается, мы удочку нашу закрепим. Вот, видите, я вытянул вот так. Но хотя, если будет поклевка, он будет, получается, вот так вообще загнут. Ну, я сделаю где-то вот так. Оно будет, если будет поклевка, она загнет. Можно попробовать зубочистку вставить, чтобы была жесткость. Но надо поменять будет на более жесткий кивок. И все, друзья. Вот так нашу удочку делаем, чтобы если будет поклевка, ее не утянуло. Еще можно повешать колокольчик сюда, но у меня нету, чтобы если будет поклевка звенеть. Ну, в общем, вот, я думаю, если будет поклевка, она вот потянет и загнет ее. Ну, я где-то вот так сделаю наполовину. Вот. Чтобы у меня он практически вот ровно, если загнет, будет видно. Долго задерживаться не надо, друзья. Надо, получается, тут поставили, там, ну, искать. И потом, если вот когда находится рыба, сверлится рядышком, еще несколько таких удочек делается. И ловится плотва, там, голавль, лещ. Ну, хотя по лещу читал, говорят, что боится эту снасть. Хотя кто-то говорит, наоборот, ловится тоже неплохо. Ну, проверим. Где-то сейчас 13:06. Ну, по полчасика буду, получается, на одном месте, чтобы стояло. И где-то один раз через 15 минут проверять. И будем проверяться, искаться. Так что, если что-то будет, обязательно покажу. Сейчас пойдем пробовать на балансиры блесна, пробовать щуку. Ну, решил чайку попить, что-то запыхался. Еще в горле першит, что-то в этом, какая-то простуда пошла, все начали болеть. Ужас какой-то. Ну, ваше здоровье, не болейте. Попил сейчас, друзья, чайку, отошел так. И смотрю, вот кивок, какие-то движения, как поклевки. Или это ветер, или это так вот из-за вот этого нашей крышки. Течением ее немножко так колбасит. Но для меня снасть новая, поэтому я не знаю, что это. Но вот сейчас хочу, наверное, проверить, что там. Может и поклевки. Просто, ну, всегда новая снасть, ловля, осваиваем, ну, непонятно как и что. Ну, ветра как бы сейчас нету, не дует. Или это вот так парусит наша крышка эта. Ну, вот не знаю, я думаю, если поклевка была бы, вообще бы бахнула конкретно. Ну, сейчас проверим, наверное, посмотрим. Нет, скорее всего, это течением, да. Шуманает. Калашматит. Ну, будем знать, значит, это не поклевки. Давайте начнем. Начну с такого вот воблерка. Ой, воблерка, говорю. Уже весеннее такое настроение, солнышко уже, хочется уже воблеры, да, балансир точнее.
Ну, тоже слышно все хорошо на него, да. Единственное, течение, может быть, немножко подбивает. Не такой более глухой, четкий удар. Ну, слышно, на озере он такой более тупой, так, тух. А тут, может, за счет течения как-то. Ну что, друзья, посмотрим, что тут. Немножко затягивает. Морозиком. Да, сколько грязи на дне. Полчаса уже где-то прошло. О, друзья, смотрите. Голый крючок. Сами видели, подошел, ничего не снимал. А здесь вот червя нет. Сейчас хочу, у меня лунка есть дальше, тоже просверлена. Попробовать, ну, туда поставить. Друзья, у меня поклевочка на балансир. Смотрите. Я уже хотел доставать, и у меня щука села. Смотрите, друзья. Вот это да. За краешек. Я уже только хотел подымать. Только тык, такой думаю, зацеп или что. А получается что? Была игра небольшая. Точнее, ну, размах небольшой. Думал, попробую почаще делать. Раззадорить. И все. Щука-то вся в пиявках. Ой, смотрите, как она дал слабину. Захапала, а? Поводочек мягкий, выручил как. Вот и флажки у меня, получается, друзья, стоят. Тишина. Не знаю, будет что на живца или нет, но 4-я лунка получается. Вот. Да, друзья, конечно, кайф. Вот такая, друзья, зубастая. Где-то, ну, килограммчик, я думаю, тут, ну, не знаю, ну, грамм 900 точно будет. Смотрите, вот такая у нас. Красивая, да? Вся в пиявках такая. Ну да, грамм 900. Ну, уже размер съедобный. Возьму. Ой-ой, возьму. Ой, выпало. Размер съедобный. Возьму на копчение. Там вот у меня вчера с рыбалки была щучка. Получается, и сегодня возьму. Вот. Взял из-за краешек губы. Если бы еще бы там поигрался немножко, слабину дал, сошла бы. Вот, видите, как взялась. Вот такая красавица, да? Неплохая щучка. На балансир разловил. Все классно. Вот какая-то у нее тут покоцанность. Ну, будем, друзья, ловить дальше. Не будем тратить время. Вот такая зубастая. Пойдет на приготовление. Видео, наверное, копчение тоже засниму, но уже весной, потому что сейчас, получается, друзья, сильно много надо коптить дровишек. Бочка остывает, металл. Уже весной сделаем. Я, ну, может, где-то упоминал видео, всегда рыбу ложу в морозиловку, она вымораживается. Там, получается, немножко влага уходит, и тогда вкуснее получается. Все, друзья, ловим дальше. Вот на такой акаровский воблерочек. Ой, воблер. Все мне воблеры. Балансир. Единственное, не знаю, не заметил. Но уже посмотрю дома. Был у меня в начале видео, когда начал блеснить, тройник или нет. Ну вот посмотрю на видео. На предыдущей лунке был он. Не знаю. Или щука вот его сбила. Надо еще в пасти посмотреть. Или отвалился он, или вчера. Ну, в принципе, не беда. Тройнички такие вроде продаются с глазиками. Ну, поставим. Так что
Все у нас отлично. Или попросим у кого балансиры ломаные, этот тройничок. Вот такая поводочек мягенький стоит. Лесочка 0,25. Как ребята и посоветовали. Говорят, бери 25-ку, и окуни будет, и щука. Вот видите, уже покоцанная от нашей щучки. Вот красавица наша такая вот. Красивенькая. На живца вот не хочет. Я наоборот думал, на живца более будет лучше браться. А здесь вот нет. Именно на балансир. Ну потому что пассивная, друзья. Пассивная, много пиявок. Вот. Пиявочки тут вот, смотрите, да. Сейчас покажу, приближу. Вот вся в пиявках была. Поэтому живцом, если ловить, пока в рот не попадешь ей. Вот еще. В пиявках. Вот на сколько? 4-я луночка удалось мне словить ее. А рядом, смотрите, уже давно стоит флажок. Где-то 1,5 часа и ничего. Буквально 2 шага. А щука вот где была. Вот так, друзья. Перешел, друзья, на еще другую луночку. Проверил наш вертолет. Донку. Вот. Ничего. Ну и переставил, получается, не сверлил новые лунки. Поставил, где вот у нас червячка было съело. Посмотрим. Может там что еще отзовется. Я, получается, 2 лунки прохожу с балансиром. Иду переставлять, смотреть. Вот. Такая рыбалка у меня сегодня интересная. И не на одном месте. Посмотрел, получается, прошел, может быть, где-то тройник этот у меня. Ну, скорее всего, щука его сбила. Посмотрел эти балансиры все. Можно там немножко пассатижами маленькими подогнуть скобу эту, куда деется тройник. Так что вот эти воблеры, ой, воблеры, что у меня все воблеры? Балансиры неплохие. Единственное, да, вот надо контролировать вот эту тройник. Но это не проблема, они продаются. Вот. Тем более щука взялась-то за хвост. Осталось, друзья, пару луночек. И буду собираться уже домой, наверное. А может еще что-то будет интересно, не знаю. Такой закат классный. Наверное, морозик будет. Но это хорошо. Вроде там оттепель придет. Ну, хоть ночью будет немножко подмораживать. Это оттепель. Слякоть. Конечно, класс. Отдохнул сегодня. Я доволен. Ну вот прямо, если смотреть в той заводе, мужиков сегодня все ушли, а вот 2 местных, может быть, ну или приезжих, смотрите, вечером приходят. Но местный житель знает, когда рыба клюет. Может быть, вот вечером выход и есть, там вот можете видеть, да. Один там на удочку точно, вот, а второй или... Ну там сетки тоже ставят. Работы нету, люди как-то вот выживают. Донки там. Вот приблизительно от всех мужиков и ниже по течению. Вот. Вот там, если доночки поставить, камеру поворачиваю, вот в этом промежутке, если поставить донки было, там миляк получается, течение небольшое и рыба заходит. Там вот местные щуку хорошие в этом году были, поймали. Рассказывали мужики, и на донке плотва, лещ идет. Вот. Ну там уже все заставлено. Ну что, друзья, давайте подведем итог сегодняшней рыбалки. По рыбалке рыбы немного, 1 щучка на новую снасть, вертолет. Это было, поклевок не было.
Рыбы никакой мы не словили, но 2 червячка кушала, но это хорошо, значит рыба здесь есть, просто не активно. Где рыба есть, эта снасть по-любому будет убойная. У меня сегодня была цель как бы не сколько рыбы, а сколько вот испытать новую снасть, ну и спиннинг обкатать еще, посмотреть, как он на течении. Вот. Живца сегодня, на удивление, наша зубастая не попробовала, а взялась на искусственной приманке, непонятно почему. Ну, может быть, рядышком попали, где стояла, хотя от флажка вы сами видели, там 2 метра буквально расстояние, ну, не знаю. Если будет лед, будем выбираться сюда, либо вот с вот этим снасти вертолет надо попробовать немного, может, другое место, там и можно и флажки поставить тоже, и на балансиры порыбачить, но не знаю, как еще простоит лед. Так что, друзья, вот такая рыбалка у нас получилась. Если данное видео вам понравилось, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Не забываем подписываться на канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. Ну а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч.